Подключайся, лайк, колокольчик, шер, коммент. Большой лысый лось. 2 метра стиля и харизмы. Он уникальный. Мне кажется, он красивый. И у него шикарная прическа. Фатальная личность, которая может изменить судьбу человека. На самом деле все не так, как кажется. Я тиран. Возможно, многие думают, что моя жизнь безоблачна, а на самом деле я супер завишу от настроения. Мне кажется, я вообще кусок говна. Меня зовут Гоша Карцев, я стилист и руководитель модного образовательного проекта School Gosh. Я родился в городе Петропавловске-Камчатском, он находится очень далеко от Москвы, 9 часов лета. Там я прожил 18 лет и получил свое первое профессиональное образование, я техник по компьютерам. Стилисты — это серые кардиналы моды, которые по факту реально решают. Потому что если вы смотрите на показ и думаете, что так решил дизайнер, на самом деле 70% работы этого шоу сделал стилист. И если вы смотрите на звезду и вам кажется, что она сама по себе такая классная, нет, за ней стоит бригада стилистов, которые это придумали. Внимание! Денис Вобликов пишет. Ух ты ж. Извини, что сообщение мне не лично. Просто не хочу тратить ваше и свое время. Я решил уйти, так как дело даже не в количестве часов, а в том, что эта работа не совсем мое, и я не отдаюсь этому делу на все 100. Я бы хотел закончить работу уже сегодня, чтобы вы зря на меня не тратили время. Будем считать, что прошлый месяц был последним. Я мог бы завтра приехать, чтобы сдать дела и сделать все, что нужно. Я дал человеку 2 дня на то, чтобы подумать и прийти сказать это мне в лицо. Второй вопрос, что мы будем делать сейчас? Денис отвечал за продвижение School Gosh в социальных сетях. И мы уже были на той стадии, когда можно было двигаться вперед, повысить зарплату. И именно в этот момент он понял, что он больше этим заниматься не хочет. Ты думаешь, что человек может раскрыться, а он просто жопа ленивая. Съездил в Милан, посвятился, вдохновился и буду заниматься чем-то еще. Творческие дети, я просто Я 157 раз с ним разговаривал, я говорил ему уже, чтобы Денис, ничего не хочу говорить. Что мы делать будем, какой план? Мне кажется, мы сейчас своими силами точно можем составить контент-план, даже текст написать. У Дениса цели, жизненные приоритеты не связаны с реализацией на работе вообще. Денис уверен, что он модель и фотограф. Фу. Я бы не хотел, чтобы вокруг меня были люди, просто здесь жопу отсиживают, потому что я терпеть не могу. И самое страшное, что может быть, это когда я начинаю чувствовать, что человек делает одолжение мне своей работы. И такая херня с СММ всегда. Людям кажется, что это реально какая-то работа, пилить фоточки и писать тексты. Ха-ха, привет, какую эту или эту фотку выбрать. Все, в этом СММ заключается. Ну хорошо, в чем моя ошибка менеджмента? Ну то есть я реально же с вами вожусь, стараюсь. Я потом понял, когда мы обсудили с ребятами, ему не нравилась мода. Я думаю, сука, если тебе не нравится мода, зачем ты идешь в модный образовательный проект? Ради чего? Всем было очевидно, что ему тяжело. Реально? Но мне было очевидно, что ему очень тяжело. Да. 4 проекта. Ладно, все, в жопу. Завтра решим. Тара-тара-там! Моя команда состоит из малышей. Самый взрослый человек в моей команде 23 года, по-моему. Это дети талантливые, но супер с гонором, с которыми иногда очень сложно договориться. И у всех бывают плохие дни, и я как мамка тут хожу по офису и уговариваю людей работать. Оль! Оля, прием. Олечка! Оль! Ольга! Оль Кирилловна! Оля! Ольга! Оля! И быстро, Оля. Я боюсь туда заходить, я никого не знаю. Иван Бондарев, Иван Ургант, например. Привет. Привет, хорошенький мой. Ты селебра, не селебра? Главный селебрити — это ты. Ну ладно, встречай гостей. Здрасте. Здравствуйте. 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 У меня только что по СМС уволился сотрудник. По СМС, представляешь? А у тебя сколько сотрудников? 5. Я скрываюсь. А у нас 75. Прикольно.
Не знаю, что делать на этом мероприятии. Пойду на работу. Моя специализация на протяжении 11 лет — это фотосессии. Это абсолютно мой конек, но я не игнорирую также персональный стиль. Так, Ольга, гардероб Анны, от чего избавляемся, стилевые ориентиры и список покупок с фотками, ссылками, чтобы она понимала, что ей где купить. Анна мой клиент, которого я никогда не видел. Она живет в Лондоне, мы с ней общаемся дистанционно, все разбираем ей онлайн. Это очень удобно и для клиента, и для меня. И на самом деле здорово, что сейчас, где бы ты ни находился, в каком бы городе ты ни жил, ты можешь работать стилистом, и в этом будущее, чуваки. Мы разбираем гардероб, выбираем все вещи маленькие. Она прям говорит: хочу безжалостно от всего избавляться. Я говорю: ну и слава богу. На самом деле достаточно, правда, поговорить с клиентом просто по скайпу, чтобы понять, что он хочет, и в целом дальше посмотреть на его вещи. Он присылает нам фотографии своего гардероба полностью, и мы после этого формируем список покупок, и дальше уже делаем луки, в которых человек ходит, радуется жизни. Где базу покупать? Какой есть недорогой бренд базы? Я вообще не понимаю, ее какие бренды, типа какого-то Сандро уровня? Ну, ниже даже, я бы сказал. Сандро — это дорого. То есть нужно, например, купить, может быть, одну классную сумку и классную обувь. Я люблю и люкс, и люблю масс-маркет. Я прекрасно себя чувствую в H&M и в ЦУМе, потому что и там интересно. Все зависит от задач, бюджета. Одеться классно можно на любые деньги. Стиль и количество денег — это зачастую не связанные вещи. Яна Рудковская тому пример. Супс. Ой. Косуху надо купить. Тренч есть, да? Юбок, да. Акне. Кристофер Кейн, Дрис Ван Нотен. Я нашел ей парикмахера в Лондоне, наконец-таки. Но мне Барановская сказала, Юля то же самое. Она сказала, что все ее подруги ездят во Францию. Почему в Париж там 2 часа на поезде, все едут краситься в Париж. Вроде бы Лондон, а люди волосы не красят в Лондоне. Гош, поскольку я волосы не крашу, а я тебе говорю, а девчонки мои в Париж мотаются. Я поехала в Париж покрасить волосы. Коля Риш мне сказал, пусть летит в Нью-Йорк, в Лос-Анджелес. Там это делать лучше всего. Я думаю, зашибись. Прикольно. А что с моделью на Фарфете? Что с ней? Она ошарашена? Ты можешь такое лицо изобразить? Давай. Давай. Когда обрушился Советский Союз, все захотели дополнительного заработка, потому что элементарно денег в нашей семье было не очень много. И заняв какой-то капитал, мои родители начали заниматься так называемым барыжничеством. Мама летала в Китай, так как он близко, и привозила какие-то вещи и продавала их на рынке. Все свое детство я находился с баулами с вещами, всегда пахло Китаем. Мне всегда было интересно, как я могу повесить вещь так, чтобы она быстрее продалась. И когда я заменял своих родителей, они были на обеде или еще где-то, я всегда экспериментировал. Если у нас была вещь, которая плохо продается, я ставил себе задачу продать ее быстрее. И в моду я пришел конкретно именно потому, что мне интересны продажи. А ты не слишком ярко нарядилась, Ольга, для жизни нашей серой? Какой у тебя праздник каждый день? Работа? Какой праздник? Жизнь мрак. Какие праздники, Оль? Я попал в глянец супер просто. Я просто написал главному редактору письмо и сказал, что можно я кофе буду носить. И на следующий день носил кофе. Через 3 месяца я стал ассистентом стилиста. Наша зарплата была на тот момент 20 тысяч рублей. Мы ночевали в редакции, там же чистили зубы. И иногда в моей коммуналке в комнате, которую я снимал за 3000 рублей, где у меня была дырка в потолке, вещи хранились на несколько миллионов рублей. И, если честно, это было, конечно же, странно жить в полной разрухе, в доме под снос, но при этом завалены пакетами Гуччи. Фу, Гуччи. Где же кожаный ты плащ? Ты же мой хороший какой. Ух ты, Коломане. 37 тысяч рублей. Но это, кстати, недорого для такой куртки. Одежда — это инструмент для достижения целей. Очень важно изучить этот инструмент для того, чтобы его использовать, например, если вы хотите повышения на работе, или вы хотите найти мужчину, или вы хотите кому-то что-то доказать. Это на самом деле самый простой способ. Пупсики, давайте быстрее. Я не хочу 12 часов опять. А кожаные штаны мы берем? Видишь, как ты уже, как я почти. Все вещи понимаешь. Ты знаешь, что Ксюша со мной разговаривала, кстати? Она говорит, я работаю 1,5 года, и у меня нет никакого развития. Что думаешь? Ну, Тебя... логично, что ей могло это надоесть. Она хочет попробовать совмещать 2 вакансии, чтобы в перспективе найти еще админа, а сама заниматься Инстаграм. Всех людей, которые я знаю, которые работали админом и СММ одновременно, не могу сказать, что это хорошо получалось. Вот это ценный кадр для индустрии. Может быть, он админом будет?
Я что, так на поводу у тебя иду, Оль? Ты на меня давишь. Ну, типа, ребята, шик может быть из простых вещей. Берите у парня рубашку, как будто бы она потрахалась, да, только что. Сколько стоит? В своем у меня 20 тысяч. У нас еще безлимитный бюджет. Какой у нас рабочий день сегодня по счету? Я не помню. Ой. Ну, давайте пройдемся. Да не хочу никуда ходить. Оль, ну ты, конечно, придурочная. Ну, взгляд твой, конечно, удивительный. Придурочный. Если бы не было тренча, было бы лучше. С платьем тем голубым красиво было бы. Секси. А ты там без трусиков. И как мужа твоего зовут? Владимир. Князь Владимир. Я твоя княжна. Сбросила тренч. Можешь на себя померить вот эту шубу? Да какой это кролик? Это искусственный мех. Ты женщина. Ой, я есть захотел. Мы соберем какой-то сейчас идеальный базовый гардероб. А ты можешь у нас на постоянке работать? У вас? Надо обсудить график. Какой для тебя будет удобный график семейной жизни, чтобы ее не просирать? Несколько, ну, типа, это по факту, типа, суммарно 1 неделя в месяц. Но мне клиент сегодня уже звонил, типа, и говорит, я хочу тебе перевести деньги, а я не буду отправлять, ну, типа, карту, номер, потому что мы ничего не сделали в этом месяце. И я просто понимаю, что мы реально уже просираем работу. То есть клиент в Лондоне, который просто, ну, мы в режиме Динамо 340 лет уже. Смотрите далее. Быстрее, главное, быстрее. Сюда, с паспортом, быстро. Очень медленно. Все сегодня происходит. Просто бесит. Ой, привет, это ты? А я тебя не заметил. У меня кое-что для тебя есть. Конкурс. Хочешь получить 10 моих любимых книг в подарок с доставкой? Сделай следующее. Первое, подпишись на канал. Второе, поставь, естественно, лайк. Третье, придумай, что бы такого мне сделать в этом шоу. И самое главное, побыстрее, потому что результаты уже в следующем выпуске. И самый мой любимый ваш ответик получит вот это. Пока! Мы хотя бы для примерки давай попробуем, а потом мы типа найдем больше размер. Давай притворишься, кого-то влезла, постоишь в кадре, а мы там... Молодец. Сейчас останется только вылезти. А чисто теоретически, если мы не найдем размер, это реально повторить, как ты думаешь? Еще раз передом, да? Супер, хорошо, этот лук прям классный. На тебя... Ой, господи. Только нужно спрятать следочки сейчас, потому что у меня заказчику это отправлять. Я в полном восторге, потому что ко мне обратился культовый американский бренд. Когда к тебе обращаются такие бренды, ты с ними работаешь, ты понимаешь, что ты реально молодец. В целом симпатично. Какие луки мы вообще не мерили. Вот этот не сел на голое тело вообще. Порно. Зато быстро переодеваться. Пока-пока, спасибо. Здесь тоже утверждаю его. Вот здесь вот это тоже окей. Вот этот лук мы утверждаем. Но джинсы как бы под вопросом, да, потому что они не идеально сидят. Здесь по какой-то причине невидимой мне мы купили эльку. Мне нравится светло-серый или с пиджаком. Ну, окей. И, соответственно, решить, кто будет в этом платье. Что ты дышишь? Сидит, дышит тут. Про что рассказывать на втором луке? Про актуальность, там белый в обуви, вот. Нет, не актуально уже. Ну как нет? Написано это вот просто. А я не читала. Еще про деним осенью расскажи что-нибудь. Монолуки след напишите, интересно. Отрадный искусственный мех, экологичность. Мне пока не ясно, вот по итогу, кто в каких луках выходит. Ну ладно, в следующий перерыв тогда я и отправлю. Набирая как раз-таки в свое портфолио такие громкие имена, ты понимаешь, что ты весь этот путь, 11 лет, делал не зря. Это же просто вышаг. Да. Ты можешь только самое главное запомнить, что тебе не нужно горбиться. Хорошо, пирожочек? Но я бы на всякий случай, кстати, заколол бы это булавками. Я скажу, блядь, как красиво, не могу вообще. Посмотрите, какая юбка. Главное взять тушь для ресниц, для бровей. Тушь для бровей самое главное. И зрачков. И таблетки, и очки, и парфюм, и помаду. Не забудь мой кофр, пожалуйста. Как тебе мое выражение лица? Ксюша было две выбранных фотографии, она выбрала, которые там не было. Все.
Просто Ксюша как бы уезжает завтра, у нее последний рабочий день, а у нас контент нет. Нету ни одного написанного текста, ничего. В этом моменте нашего шоу я бы хотел передать привет Денису. Дорогой Денис, надеемся, что у тебя все хорошо. Мы поминаем тебя только добрыми словами. Ольга, когда мы приедем? Реально бесит уже просто. Просто бесит. Ой, обожаю. Моду. Мода – это супер. Мода – это класс. Кто не любит моду? Все забрали, девчонки, точно? Ну, неплохой вид, неплохой. А вот они, вот. Я бы хотел очень такими акцентами, чтобы не перегружать руки. Гребем больше. Я буду стоять там, я начну. Первая выходит, спускается ко мне. Я про нее рассказываю, вторая здесь стоит. Вас быстро переодевают. Где Ольга Кирилловна? Вот так вот мы сделаем, типа спускаемся, делаем круг вокруг этой штуки и приходим к лифту. У вас будет приблизительно 30 секунд на переодевание, девочки. То есть вы должны в 4 руки ее раздеть. Меня беспокоит, что вас будут долго переодевать, особенно с украшениями. Мы думаем, знаете, как сделать? Просто чтобы не было затыка, например, я думаю, что они максимально долго останутся во втором образе. Обязательно держись, здесь очень скользко. И ты, соответственно, встаешь где-то вот типа посередине лестницы. Сочетание любима, свечи, потом. И этот образ становится также вечерним, но модным. И я хотел вам показать, как вы можете его... Как здорово, что мы можем иногда делать какие-то вещи, как из-под пятницы, субботы и так далее. Это мероприятие и эти образы прекрасно демонстрируют, что можно выглядеть классно, не имея какую-то безлимитную карточку. Ко мне подходили многие клиенты, после спрашивали, что это, когда узнавали, сколько это стоит, были приятно удивлены, потому что все бренды супердоступны, и там есть вещи, которые стоят 1000 даже рублей, но это не имеет значения, потому что они выглядят хорошо. И это, в принципе, работа стилиста. Создать картинку. А если вы еще это сделали за 3 рубля, вообще молодец. У меня есть платье, которое, в общем-то, оно леопардовое, да еще с блестками. Все остальное, что должно быть на вас, должно быть очень спокойное. Никакого излишнего макияжа. На собрание школьное ходите 14 минут? Как вы переживаете переходный возраст? По-разному. Да? У меня просто племяннику 13 лет, и меня вот ждет еще, я уже вижу нарастающее. Делать-то что? Да ничего, стараться быть другом. Какую цветовую гамму? И какая вам комфортно? Я не работаю с цветотипами, это типология из 80-х. Когда ты приезжаешь за границу и общаешься с коллегами, просто ради прикола спрашиваешь, никто никогда об этом не слышал. Я же не работаю в офисе, у меня работа творческая, но при этом я не могу особо самовыражаться, у меня нет прически, я не могу использовать макияж. Слишком нарядно я не люблю выглядеть, а сочетать такие вещи я очень люблю. Никогда не ношу часы, а просто без всего. У меня всегда есть дополняющий элемент. Конечно, это мой способ самовыражения. А вот там мы как. Вы выглядите как архитекторы. Очень сдержанно и красиво. Это что, уже новогодняя музыка? Да, фу, рано еще. Смотрите далее. Ой, девчонки, прикиньте, я даже не знал, что бывают такие операции. Ты довольна, что мы расстались? Да блин, ты всегда с этими все, сейчас мы поругаемся. Мода – это большая иллюзия. Пойди туда, не знаю куда, возьми то, не знаю что. На 200 тысяч. Слушай, ты удивительный ребенок. Это финальная версия волос? Представлять так корпорацию невозможно. Ты плачешь?